Это мой первый в жизни NAS подобный. Цены сейчас, самые интересные подробности. Мне казалось это гениальной идеей, и мы откажемся от Яндекс.Диска, но у меня на NAS проброшенная система видеонаблюдения. И она, находясь на работе, мне постоянно пишет что-нибудь. Только что, буквально 10 минут назад, запись. Это я снимал влог. За время этих ежедневных влогов понял, что мне хочется покоя, умиротворения. Не хочется ничего делать, не хочется снимать. Такая ленька. Но помните, да, в одном из предыдущих блогов я говорил, что когда ты себя пересиливаешь и погружаешься в действие, которое тебе уже нужно закончить, ты это начал, самое главное. Золотое правило мое: всегда я получаю удовольствие от результата, который выходит в итоге. Тут написано Йокогама, Джапан. Йокогама — это город, в котором я живу. Как вы видите, это самый обычный 60-й Daylight Godox. Да, он дневной, он не теплый. Но свет-то был теплый, спросите вы. Как видите, тут были шторки для того, чтобы световой поток излишний отсечь. Чтобы свет был теплый, здесь используется несколько световых фильтров от того же Godox. А на сам косяк я свет цеплял с помощью вот этого клемпа от Tokistar. Хорошая, недорогая штука. Прорезиненная. У меня имеется 65-сантиметровый софтбокс от Nice Photo. Маленький софт — это хоть и достаточно жестко по сравнению с хотя бы 95 сантиметрами, но уже что-то. Nice Photo. Вообще, конечно, нужно снимать против света с теневой стороны. Это такое негласное киношное правило. Темой этого видео должен был стать мой NAS сервер вообще, а не то, что как я ставлю софтбокс. Более того, я сейчас расскажу про умный дом, который я пытался сделать, в итоге ничего не получилось, но у меня на NAS проброшенная система видеонаблюдения. Моя система наблюдения только что, буквально 10 минут назад, запись. Это я снимал влог. Также здесь можно найти записи с первого этажа нашего дома. Это вот было темно. Видите? Такое паранормальное явление. Потом Панковский пришел чаечка попить. Вообще эти камеры, они для outdoor, короче, чтобы работали на улице. Они влагозащищенные, там IP67, хоть в грязь, хоть в снег макай. Кстати, система видеонаблюдения — это прикольно, в первую очередь даже не для меня, а для моей жены. То у этих камер есть мобильное приложение, куда все это подключается, и в любой момент можно зайти. Это я сейчас сижу. Видите? Есть маленький лаг. И она, находясь на работе, мне постоянно пишет что-нибудь. Это могло быть, например, проблемой для некоторых людей, кто ценит некую частную жизнь. И, допустим, ты не хочешь, чтобы жена знала, чем ты занимаешься дома. Ты не работаешь, а смотришь YouTube целыми днями. В первую очередь, это все для некого спокойствия, что птицы в клетках, что никакого пожара, ничего нигде не дымится. 92 дня работы без выключений. Мой NAS-сервак находится здесь, на технической полке, рядом с роутером и с большим системником. Это все идет в роутер, и оттуда все это раздается либо по Wi-Fi на MacBook, либо по проводу прямо в комп. Предвещая вопросы про роутер, это Asus TUF, точная серия на экране, геймерский роутер, хороший, Wi-Fi 6G он раздает. Вот мой Synology, модель DS920+, это достаточно профессиональное устройство, вот в таком форм-факторе, куда диски вставляются вертикально. А рядом очиститель воздуха. Он ничего не делает, просто дует. Толстый слой поролона служит неким образом виброизоляции. Сейчас какой-то нагрузки на них не подается, поэтому они тихонечко постукивают, но вообще не могут так заметно, типа... Чай, Леди Грей. Это почти как Эрл Грей, но по-другому. Больше в цитрус, меньше бергамота. Цены сейчас, самые интересные подробности. Куплен он был в сентябре, 23 сентября 2022 года. На Amazon на японском по цене 74 тысячи йен. Это в долларах около 600 баксов. Просто коробка. Там нет дисков. Это прикол насов. Это как маленький компьютер. Там стоит процессор, оперативка, своя операционка, что является ключевой по факту особенностью насов именно от Synology, от этого бренда. Почему я выбрал его? Потому что есть более дешевые альтернативы.
об этом чуть позже. Там же на Amazon мной были куплены два диска Iron Wolf Pro. Диски были куплены в тот же день, 23 сентября, по цене 45 тысяч йен. Это около $400. При том, что это не самый большой объем у них. Есть 16, 18 и 20 терабайт за диск. Но по цена-объем 14 терабайт самое оптимальное соотношение. И если я буду обязательно диски туда докупать, я буду покупать одинаковые 14 терабайтные. Можно ли было купить что-то проще? Конечно, можно. Есть куча альтернатив, даже у того же Iron Wolf есть серия не Pro, а просто Iron Wolf. Это мой первый в жизни NAS подобный. Я решил потратиться солидно и купить себе именно рабочий инструмент, потому что на этой машине хранятся дорожайшие моему сердцу рабочие исходники всех моих коммерческих проектов за последние 2 года. Но не думайте, что NAS это просто хранилище данных. Это полноценный сервер, на который можно нарастить множество других интересных функций. То есть это может быть торрент-качалка, это может быть медиаплеер. Вы можете поднять свой сайт, свою почту. Основная причина, почему я его купил, как я думал поначалу, закачивать файлы на этот сервак и по сети им делиться. То есть по факту вам больше не нужен ни Яндекс.Диск, ни Google Drive. Вы скинули исходники себе на сервак, отправили монтажеру просто ссылку на вашу машину, он с нее выкачивает. Мне казалось это гениальной идеей, и мы откажемся от Яндекс.Диска. Спойлер, мы от Яндекс.Диска не отказались. У меня оптоволокно, но пока этот сигнал доходит от Токио, условно говоря, до Санкт-Петербурга, где сидит монтажер, там скорости совсем печальные, условно говоря, там 300-400 килобайт в секунду. Два диска по 14 терабайт, но доступно мне только 14 терабайт одного диска. Скорее всего, вы подумали, что это RAID 1, и как бы нет. У Synology, в чем опять-таки фишка этого бренда, не рекламная интеграция. Нет, я купил за свои деньги и рассказываю то, что прохавал сам. Помимо существующих 0, 1, 5, RAID 10 и так далее, существует Synology RAID. Изначально, когда вы вставляете два диска, он использует логику RAID 1, то есть он их буквально зеркалит. Но мы понимаем, что два свободных слота, и когда я буду докупать к этим двум еще диски, по идее на обычном серваке всю инфу с него скопировать, имеющийся том отформатировать, удалить по идее, создать новый. Вы не можете просто его масштабировать. Здесь же в Synology все это работает из коробки, вы просто покупаете диск такой же, или даже другой диск, другого объема это тоже работает. Она этот диск подхватывает и добавляет его объем в имеющийся RAID. И фишка в том, что поначалу у нас 14 терабайт в бэкап, 14 доступно. Но я вставляю еще один 14 терабайтный диск, и у меня остается также 14 терабайт на бэкап, но доступно мне уже 28. Я не совсем понимаю, как это работает, но работает именно так. Как моя работа выглядит сейчас? Я прихожу домой, например, с MacBook'ом. MacBook у меня на терабайт. Исходники, текущие влоги за последнюю неделю. Я сижу по кайфу где-то на кухне, на другом этаже, и я могу получить доступ к любым исходникам, к моим ассетам, либо рендерам. По факту маленький компьютер, там даже расширение есть для оперативки, можно добавить больше, там, по-моему, 4 гигабайта по умолчанию. И два слота под NVMe накопителя, чтобы кэш, оно там быстрее как-то кэшировало. Видите, множество пакетов, которые можно на сервак накатить, начиная от каких-то клауд-синхронизаторов, бэкапов, анализаторов системы, виртуальную машину можно развернуть на серваке. Если вам нужно получить доступ по сети к какому-то виртуальному компу, условно говоря, в винде, вы можете на нее создать виртуальную винду. Из прикольного можно вставить USB, там есть USB-слот, и он просто будет бэкапить тебе файлы. Знаете, как бывает, приходишь с флешкой, тебе лень сейчас садиться, разгребать исходники, ты можешь сделать это позже. Но хотелось бы сейчас как бы эти файлы сохранить, чтобы потом об этом не думать. Потом, когда ты найдешь свободное время, ты заходишь, оно уже у тебя на серваке, по сути на твоем компе. Сортируешь файлы в нужную папку, готово, это прикольно. Это как Apple. Вы покупаете готовое устройство, под которое уже есть заточенное железо, это железо знают, под него написаны 100% работающие расширения, всякие приложения в встроенном магазине бесплатном.
Немножко голландского угла. Могу ли я вам порекомендовать к покупке конкретно эту модель или в принципе что-то от Synology? 100% да. Если вы занимаетесь мультимедиа, там видео, фото, нужно хранить большие объемы данных и получать к ним доступ сразу. Другой вопрос, есть ли альтернативы? Они, конечно, есть. При желании можно создать NAS на любом типа старом компе. Стоит корпус, есть материнка, процессор, но тут нужны навыки и знания, и руки из прямого места. Вы не получаете такого обширного набора функций из коробки. Я забыл, там сзади порт есть SATA, и есть расширение на Synology, которое позволяет как бы еще один блок приставить к этому серваку на 5 дисков, и у вас будет не 4 типа диска стоять, а 9. У нас попугаячья вечеринка. Я когда ухожу, и они не в клетках, я им оставляю музыку, чтобы мне было скучно. Вы смотрите, как они подружились. Они вдвоем сидят в одной клеточке. Какие солодкие птички, идите сюда. Иди сюда, иди. Ой, птичка тянется. Я в этом комбинезоне на съемке гоняю, кстати. Да, поверх надеваю разгрузку. Я выгляжу очень профессионально. В Holy Land в интерком-системе у меня тут тейп зеленый, тут у меня маркер.